В 2025 году мир был потрясен до самого основания. То, что еще вчера казалось сюжетом из научно-фантастического фильма, стало неопровержимой реальностью. Передовой искусственный интеллект, погруженный в бескрайние массивы данных о терракотовой армии, обнаружил то, что ускользало от внимания ученых на протяжении десятилетий. Мы все были уверены, что знаем об этих глиняных войнах все. Новая информация, извлеченная искусственным интеллектом, оказалась не просто шокирующей. Она была тревожной, обещая разгадать самую большую загадку в истории Китая. Забытые легенды, скрытые комнаты и, что самое страшное, слухи о жестоких жертвоприношениях и захоронениях живьем. Все это теперь вышло на поверхность. Что именно обнаружила эта машина и почему эти тайны были так тщательно скрыты от нас? В 1974 году в небольшой китайской деревушке Сен земля была настолько сухой, что трескалась под ногами. Урожай погибал, колодцы пересохли, и жители столкнулись с угрозой голода. В этот отчаянный момент фермер Янджифа вместе со своими братьями принял решение, которое навсегда изменило ход истории. Они выбрали место, где по старинным приметам должен был быть колодец, и начали копать. Но вместо спасительной воды их лопаты наткнулись на нечто твердое и необычное. Сначала они извлекли из земли бронзовые наконечники стрел, а затем, к своему полнейшему удивлению, нашли глиняную голову. То, что начиналось как отчаянная попытка выжить, обернулось одним из самых грандиозных открытий в мировой археологии. Так был найден путь к вечному покою Цинь-Ши Хуана, первого императора Китая, который объединил страну. Гробница императора, скрытая под тихим холмом недалеко от города Сиань, пролежала в забвении более 2000 летий. Изучая древние хроники и первые находки, ученые быстро пришли к невероятному выводу. Это было не просто захоронение, а целая подземная Имбрия, точная копия реального царства императора. Все от мельчайших деталей до грандиозных масштабов было создано с поразительной точностью. Гробница служила не просто последним пристанищем, а символом вечной власти, которую Цинь-Ши Хуан не хотел утратить даже после смерти. Масштабы этого проекта поражали воображение. По свидетельствам летописей, в строительстве монументального комплекса было задействовано более 700 тысяч человек. Среди них были не только простые рабочие и заключенные, но и лучшие мастера, художники и ремесленники своего времени. Их труд длился десятилетиями. Вся гробница была устроена как настоящий подземный дворец с имитацией холмов, долин и даже башен, повторяющих архитектуру его столицы Синьяна. Но самые невероятные детали скрывались внутри. Древние летописи, такие как Шидзи историком Сыма Тя, описывали внутреннее убранство гробницы с мельчайшими подробностями. По их словам, вместо воды в реках гробницы текла ртуть, символизирующая вечные потоки Янцзы и Хуанхэ. В те времена ртуть считалась источником бессмертия Бэйтадя и обладала магическими свойствами. Ее испарение, как считалось, отпугивало злых духов и очищало пространство. Потолок гробницы был усыпан драгоценными камнями и жемчугом, создавая точную карту звездного неба, вечного и неизменного. Вся эта сложнейшая система была призвана обеспечить императору достойное существование в загробном мире, где он мог бы продолжать свое правление. От грабителей его должны были защищать хитроумные ловушки, описанные в хрониках. Самострельные арбалеты готовы поразить любого, кто осмелится войти. Потайные ямы и тоннели с ядовитым газом, созданным, вероятно, испарениями той же ртути.
И вот спустя столетия передовой искусственный интеллект, анализируя каждое упоминание, каждый артефакт и даже данные о химическом составе почвы, смог разгадать эту многовековую загадку. Он нашел неопровержимые доказательства того, что терракотовая армия – это не просто охрана, а часть огромного и зловещего плана, который до сих пор скрывался от нас. Но как же простое копание колодца привело к такому невероятному открытию? Исторические записи, проанализированные искусственным интеллектом, содержат куда более мрачные подробности о замысле императора. Считалось, что вместе с Цинь Шихуаном были похоронены заживо его наложницы, неспособные родить ему наследника, а также преданные слуги и воины. Их задача была служить своему правителю и в загробном мире, что было так же важно, как и при жизни. Эта жуткая практика подчеркивает неуемное желание императора контролировать абсолютно все и всех, даже после своей смерти. После смерти Цинь Шихуана природа постепенно поглотила погребальный курган, превратив его в ничем непременно примечательный холм. Истинное предназначение гробницы было либо забыто, либо намеренно скрыто. Возможно, из-за страха перед гневом императора или его смертоносными ловушками. Однако терракотовая армия, найденная в стороне от основной усыпальницы, доказала, что подземный комплекс был куда более обширным, чем можно было представить. Энцифой и его братья случайно открыли тысячи глиняных воинов, каждый из которых имел уникальные черты лица, доспехи и оружие. Это были не просто статуи, а вечные стражи, созданные, чтобы служить и защищать императора до скончания веков. Археолог Джао Канминь, одним из первых оценивший грандиозность находки, быстро понял ее историческое значение. Фигуры воинов, коней и колесниц были выстроены в строгие боевые порядки, напоминающие настоящую армию. Уровень детализации и мастерства поражал. Каждая скульптура была уникальной, что указывало на то, что мастера, скорее всего, делали их с реальных людей. Это была не просто охрана, а точная копия имперской армии. Один из самых удивительных фактов, которые привлекли внимание ученых, касался древних технологий. На оружии, найденном вместе с воинами, был обнаружен специальный антикоррозийный слой, который сохранил металл в идеальном состоянии на протяжении более 2000 лет. Современные ученые до сих пор не могут объяснить, как древние мастера смогли достичь такого уровня. Этот защитный слой, состоящий из соединений хрома, заставил пересмотреть всю историю металлургии. И хотя открытие терракотовой армии стало мировой сенсацией, главная гробница Цинь Шихуана до сих пор остается запечатанной. Правительство Китая приняло решение не вскрывать ее. По данным исследований почвы, в гробнице содержится аномально высокое количество ртути, что создает опасность для людей и может повредить артефакты. Это подтверждает древняя легенда о ртутных реках, текущих внутри усыпальницы. Кроме того, еще одним важным фактором является сохранность. Оригинальная краска на воинах, яркие цвета которых были зафиксированы в момент обнаружения, начала исчезать сразу после того, как они были извлечены на поверхность и подверглись воздействию воздуха. Поэтому было решено подождать, пока технологии не достигнут такого уровня, чтобы обеспечить полную сохранность артефактов. Миру остается лишь гадать, что скрывается в недрах нераскрытой гробницы. Новые данные, полученные искусственным интеллектом, указывают на существование еще более ценных артефактов, элементов дворцового убранства и мифических предметов. Все это может изменить наше понимание древнекитайской цивилизации, ее политики и технологий. История Цинь Шихуана – это история о человеке, который так хотел власти, что создал целую империю, чтобы править ею даже после своей смерти. Но каким же человеком был этот правитель, и как он смог объединить разрозненные земли в одну великую нацию?
Цинь Шихуан, тогда еще просто правитель царства Цинь, пришел к власти в эпоху, которую историки называют периодом сражающихся царств. Китай был раздроблен на 7 враждующих государств, и бесконечные войны были частью повседневной жизни. Но за долгие годы кровопролитных сражений Цинь Шихуан сделал то, что не удавалось никому до него. Он объединил все царства под своим единоличным правлением, создав первую централизованную империю Китая. Это историческое событие, произошедшее примерно в 230 году до нашей эры, положило начало новому этапу в развитии нации. Новая империя не была случайным результатом завоеваний. Это был тщательно спланированный проект. Цинь Шихуан стремился не просто к власти, а к полному порядку и контролю. Он установил единую систему письменности, единую валюту, единые законы и даже единые стандарты меры и весов. Он разрушил старые системы, которые разделяли людей, и создал новые, чтобы укрепить свою империю. Любое отклонение от его правил жестко каралось. Но с возрастом в императоре произошли перемены. Им овладел панический страх смерти в этом. Он не хотел покидать этот мир и терять власть, которую он с таким трудом завоевал. Этот страх заставил его совершать все более странные и жестокие поступки. Цинь Шихуан начал одержимо искать эликсир бессмертия. Он посылал своих слуг по всему миру на поиски волшебных зелий и мистических мест, которые могли бы даровать ему вечную жизнь. Многие из этих лекарств содержали ртуть, которые в те времена приписывали магические свойства. Но что они не знали, так это то, что ртуть – это сильнейший яд. Чем больше император принимал ее, тем больше она отравляла его тело и разум. Многие историки считают, что именно ртутное отравление стало причиной его безумных и жестоких поступков в последние годы жизни. После его смерти, в 210 году до нашей эры, когда его страхи сбылись, империя погрузилась в хаос. Смерть Цинь Шишихуана держали в секрете. В то время его старший сын Фусу был законным наследником, но влиятельные придворные, которые не хотели, чтобы он занял трон, совершили ужасное предательство. Они подделали письмо от имени императора, в котором приказывали Фусу покончить с собой. Фусу, будучи человеком чести, выполнил приказ и был убит, чтобы расчистить путь к трону для младшего сына Инхуйманя. Но Инхуймань оказался не просто марионеткой. Он начал править с невероятной жестокостью. Он уничтожил всех, кто мог угрожать его власти, убил своих братьев и сестер, казнил преданных отцу чиновников и даже казнил многих женщин из дворца, наложниц своего отца. Позднее археологи нашли 98 женских захоронений рядом с гробницей императора. На многих телах были следы порезов и травм. Некоторые были сломаны, у некоторых были переломы и раны. Это было темное и кровавое время в истории. Но даже несмотря на весь этот хаос и жестокость, люди никогда не забывали, что сделал Цинь Шихуан. Он превратил разрозненные земли в единую нацию, заложив основу для Великой империи. Он положил начало строительству Великой Китайской стены, и его гробница стала одной из самых грандиозных в мире. Несмотря на его жестокое правление, идея единого Китая осталась жить. История Цинь Шихуана – это история о человеке, который построил империю, но не смог избежать своего страха смерти. Его наследие – это смесь величия и ужаса. Цинь Шихуан понимал, что для того, чтобы империя была сильной, недостаточно одних лишь завоеваний. Ему нужно было создать единую экономическую систему.
В те времена каждое из враждующих царств имело свою валюту, свои законы и свои стандарты. Это делало торговлю и управление невероятно сложными. Цин Ши Хуан решил эту проблему, введя единую валюту банлян, круглую бронзовую монету с квадратным отверстием. Эта монета стала обязательной для всей империи, что значительно упростило торговлю и сбор налогов. Кроме того, он инициировал строительство грандиозных проектов, таких как Великая Китайская стена. Хотя стена предназначалась для защиты от врагов, она также сыграла огромную роль в экономике. Она защищала торговые пути, позволяя купцам безопасно передвигаться и расширять торговлю. Строительство стены было невероятно дорогим, но оно дало работу тысячам людей, что в свою очередь стимулировало экономику. Цин Ши Хуан также построил сеть дорог, которые соединили всю империю. Эти дороги позволяли не только быстро перемещать войска, но и способствовали торговле и общению между различными регионами. Благодаря единой валюте и единой дорожной сети люди стали чувствовать себя частью одной большой нации. Эти реформы стали основой для будущей китайской экономики. В 2025 году археологи, работая во втором котловане, одном из 3 главных мест захоронения терракотовой армии, обнаружили нечто невероятное. Они нашли статую генерала. Это был не просто рядовой офицер, а 10-й по счету генерал, найденный за всю историю раскопок. Но самое интересное было в том, что эта статуя отличалась от всех остальных. Она была выше, ее доспехи были более детализированы, а выражение лица более серьезным. Но это еще не все. Вокруг генерала были найдены глиняные фигуры музыкантов и танцоров. До этого никто не находил подобных фигур в воинских захоронениях. Эта находка перевернула все представления о втором котловане. Раньше считалось, что он был наименее интересным, но теперь оказалось, что он, возможно, является самым важным. Эта находка доказывает, что терракотовая армия была не только для защиты, но и для развлечения императора в загробном мире. Он хотел, чтобы его загробная жизнь была полной и отражала его реальный мир. Мастерство, с которым были созданы эти фигуры, поражает. Каждая деталь, каждая складка на одежде, каждый палец – все сделано вручную. Это говорит о том, что мастера подходили к своей работе с невероятным трепетом и уважением. Они не просто создавали статуи, они помогали увековечить наследие великого императора. Сегодня, благодаря новым технологиям и открытию генерала во втором котловане, стало ясно, что мы еще очень далеки от разгадки всех тайн терракотовой армии. В 1983 году в Гуанчжоу строители наткнулись на древнюю гробницу, которая принадлежала Джаому, второму царю царства Наньюэ. Это было забытое королевство, которое просуществовало около 100 лет. Внутри гробницы было найдено более 1000 предметов, которые полностью изменили наше представление о Южном Китае того времени. До этого считалось, что там жили нецивилизованные племена, но находки, включая бронзовые зеркала, музыкальные инструменты и нефритовые украшения, свидетельствовали о богатой культуре и развитой торговле. Самой удивительной находкой был погребальный костюм Джоуму, сделанный из нефритовых пластин, скрепленных шелковыми нитями. Это было необычно, так как в других гробницах использовались золотые и серебряные нити. В гробнице также были найдены останки примерно 30 человек, которые, как предполагается, были принесены в жертву. Это было особенно удивительно, так как в империи Хань человеческие жертвоприношения были запрещены. Обнаружение этой гробницы показало, что царство Наньюэ сочетало традиции Хань с местными обычаями. Это открытие изменило то, что мы знали о древнем Южном Китае и его связях с внешним миром. Что вы думаете об этих открытиях? Делитесь своим мнением в комментариях.
Огромное спасибо всем, кто досмотрел этот выпуск. Ваша поддержка, лайк и подписка очень важны для нас. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе последних новостей и не пропускать наши новые видео.